Во время военной кампании на Белград Сулейману было 26 лет, а Лаишу всего 20. Не знаю зачем, но нам его показали в кинофильме старым для 20-то лет, испортив тем самым представление зрителей о том, каким было на самом деле противостояние. Но это мое субъективное мнение. Также, с разной точки зрения, сложно было не победить в этой войне Сулейману, учитывая тот факт, что до этого Белград уже был осажден один раз Мехмедом Завоевателем, хоть и безуспешно, но к тому времени значительные силы Венгрии были разбиты и страна долго восстанавливалась. Во многом Белград проиграл, потому что армия Лаиша состояла всего из 700 солдат, сам король был слишком юным и неподготовленным. Все это на фоне многочисленной османской армии и довольно образованного Сулеймана и его опытных командиров. Повторюсь, сложно было султану проиграть такую войну. Но вы не поверите, реальный биографический случай, о котором я сегодня вам расскажу, чуть не стоил жизни Сулейману. И если бы у его врагов тогда все получилось, то великолепный век мог закончиться, буквально не начавшись. И случилось это именно в той самой первой военной экспедиции султана. В 1521 году османские войска захватили значительную часть Венгрии и осадили Белград. Король Венгрии Лаиш, несмотря на молодой возраст, сражался очень стойко и отчаянно. В этой войне за земли Венгрии и прилегающие территории боролись сразу несколько европейских государств, в том числе Германия. Султан Сулейман находился в Будде. Это столица королевства Венгрии в те века. Османская армия была очень сильной и с трудом, но все же побеждала всех и вся. Тогда немцы решили, что самым лучшим выходом для всех, кто противостоял османской армии, будет смерть Сулеймана, и не нашли лучшего способа, как его убить. Но подобраться к Кануни совсем непросто. Его окружали солдаты и преданные рабы. Таким образом, убить султана в бою или диверсионной вылазкой не получится. Тогда противники Сулейман-хана решили его отравить. Но, как пишется в летописи, султан ничего не ел и не пил, кроме блюд, приготовленных ему личным поваром. Для врагов Сулеймана оставалось только одно – завербовать повара. Султанскому кошевару предложили деньги, очень много денег, но это не помогло. Тогда были предложены высокий статус, титул и слава. Тоже ничего. Немцы обратили внимание османского кулинара на его первоначальную веру. Они говорили: «Ты христианин, у вас с Сулейманом разная религия. Помоги нам отравить твоего хозяина, хотя бы из любви к вере». Но повар был непреклонен и верен султану. После неудачной попытки отравить Кануни, враги все-таки решили сделать всю работу сами, добраться до османского султана и убить его. Но их планам не суждено было сбыться. Султан и армия были начеку, так как повар пришел к падишаху и доложил ему обо всех планах его врагов. Выслушав его, Сулейман сказал: «За твою верность и преданность ты можешь пожелать все, что захочешь. Я исполню». На что простой повар ответил, что ему лично ничего не нужно, и он всем доволен. Однако он просит за армянский народ, который живет на территории Османской империи. У них нет своего кладбища. Пусть Кануни даст земли, чтобы оно было. Султан Сулейман был крайне удивлен такой просьбой и еще больше зауважал своего кошевара. Ведь тот был рабом. Он мог пожелать себе свободу, богатство, дворец, да все что угодно. Однако он не думал о себе, а о своем народе. Тогда Сулейман издал следующий указ: «Отныне ты свободен. Я выделил тебе множество гектар земли и большое денежное состояние. Теперь ты и вся твоя семья, включая последующие поколения, будут освобождены от любых налогов, а также я дарую земли под кладбище для вашей нации». Далее, как пишется в архивах, повар поехал и поселился со своей семьей
на дарованных ему землях, и на протяжении еще многих веков потомки этого честного и мужественного повара жили счастливо на этой земле. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.